Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Я снова рада приветствовать вас на нашей уютной кухне. Сегодня будем готовить вкусные эклеры с шоколадной глазурью. Изысканные эклеры с нежным заварным кремом – десерт, который невозможно забыть. Нам понадобится для заварного крема вода, сливочное масло, соль, сахар, мука, яйца, для крема молоко, сахар, яичные желтки, кукурузный крахмал, ванилин, сливочное масло. Для глазури какао, сахарная пудра, молоко, сливочное масло, а для украшения арахис. Начинаем с самого главного – нежного заварного крема. Наливаем молоко в сотейник и доводим до горячего состояния, но не кипятим. Температура примерно 140 градусов по Фаренгейту и 60 градусов по Цельсию. В отдельной посуде взбиваем 4 яичных желтка с сахаром. Пока масса не посветлеет, не станет пышной, почти как крем. Добавляем крахмал и еще раз хорошо перемешиваем. Тонкой стрункой, не переставая взбивать, вливаем горячее молоко в яичную смесь. Работаем аккуратно, чтобы желтки не свернулись. Полученную массу переливаем обратно в кастрюлю, ставим на средний огонь и непрерывно помешиваем венчиком. Крем начнет густеть. Продолжаем мешать, пока не появятся первые пузырьки. Это займет около 5-8 минут. Выключаем газ, добавляем масло и хорошо размешиваем. Переливаем готовый крем в чистую посуду, добавляем ванилин. Он придаст приятный аромат. Теперь, чтобы крем остался гладким и не покрылся корочкой, помешиваем его каждые 5 минут до полного остывания, так как мы не используем пленку в контакт, чтобы сохранить текстуру. Пока крем остывает, переходим к заварному тесту. В кастрюлю наливаем воду, добавляем щепотку соли, немного сахара и сливочное масло. Ставим на средний огонь и доводим до умеренного кипения, помешивая. Как только масло растопилось и смесь закипела, сразу снимаем с огня и одним движением добавляем заранее просеянную муку. Очень быстро помешиваем ложкой. Масса должна собраться в плотный шар. Теперь возвращаем кастрюлю на слабый огонь. И как бы подсушиваем тесто, помешивая, пока на дне не появится легкий налет, пленочка. Это важно для правильной структуры. Перекладываем тесто в миску и оставляем полностью остывать. Отдельно взбиваем яйца. Когда тесто остынет, начинаем постепенно добавлять яйца, каждый раз хорошо вмешивая. Если после добавления 4 яиц тесто все еще слишком густое,
Добавляем пятое. Итоговая консистенция. Тесто должно медленно стекать с ложки, словно язычок оставляя след. Теперь с помощью ложки выкладываем порции теста на противень. Параллельно разогреваем духовку до 190 градусов Фаренгейта или 200 градусов по Цельсию. Как только духовка хорошо прогреется, ставим эклеры запекаться на 15 минут. Пока выпекаются, приготовим шоколадную глазурь. В маленькую кастрюлю просеиваем какао, порошок и сахарную пудру, хорошо перемешиваем. Добавляем немного молока и ставим на слабый огонь. Помешиваем, пока смесь не начнет чуть пузыриться. Затем варим еще 2-3 минуты и доводим до кипения. Тем временем, после первых 15 минут выпечки, снижаем температуру до 355 градусов по Фаренгейту и 180 градусов по Цельсию. И выпекаем эклеры еще 15 минут до равномерного золотистого цвета. Глазурь снимаем с огня, добавляем кусочек сливочного масла и перемешиваем до блеска. Глазурь готова. Когда эклеры испеклись, даем им полностью остыть, примерно 1 час. В это время обжариваем арахис, даем ему немного остыть и разминаем в ступке или измельчаем в блендере до мелкой крошки. Переходим к сборке и оформлению. Перекладываем остывший крем в кондитерский мешок. Каждый эклер аккуратно прокалываем палочкой с одного конца и слегка прокручиваем, создавая внутренний канал для крема. Вводим насадку внутрь и наполняем эклер кремом, пока он слегка не покажется в отверстии. Затем вверх эклера окунаем в шоколадную глазурь и сразу же посыпаем измельченным арахисом. Вот и все. Эклеры получаются невероятно ароматные, с мягкой начинкой и блестящей шоколадной глазурью. Идеальное домашнее лакомство, которое невозможно не попробовать. Потрясающие эклеры, легкие, воздушные, с шелковистым кремом внутри. Не забудьте подписаться, если хотите больше таких рецептов.
Спасибо, что все это время были с нами. Готовьте с любовью, дарите тепло и радость людям. И до следующих встреч!